Терра переводится как «земля». Это техника создания коллажей, и она очень разнообразна. Из материалов, которые буквально под ногами или в мусорном ведре. А главное, она доступна всем. Из чего, как, на какой основе, различные техники и идеи в этом видео. В этой технике используется природный материал, сухие растения, семена деревьев, плоды, корни, кора, шишки, и все должно быть непременно сухим. Приготовила раствор: 3 ложки клея ПВА, 3 ложки белой акриловой строительной краски, 3 ложки сухой шпаклевки, и все развела водой. Теперь весь материал окунаю в раствор. У меня свежие веточки кипариса, и для них эта процедура особенно важна. Для основы подойдет любая плотная поверхность, даже стеклянная бутылка. Базой для работ в технике Терра является шпаклевка. Шпаклевка наносится на основу при помощи шпателя или мастихина. Подойдет и пластиковая карта. Слой шпаклевки может быть достаточно тонким или толстым, и все зависит от того, какой материал вы будете использовать. Особенность техники Терра заключается в том, что материалы не наклеиваются на основу, а вдавливаются в раствор, нанесенный на основу. Просушенную работу нужно окрасить. Подойдут любые краски: акриловые, гуашь, акварель, краска из баллончика. Также подойдет любой способ нанесения: баллончик, кисть, спонж. Первый слой наносим очень мокрой кистью, так, чтобы краска затекла во все углубления. К сухоцветам более деликатный подход. Здесь у меня основа очень плотный картон. Стебельки прикапываю в шпаклевке. Использую лавровый лист. Для создания фактуры используем различные крупы. Сухоцветы покрыла лаком из баллончика, а затем и акриловым лаком. Теперь их можно окрасить, и краска тоже добавит прочности сухим цветам. Засушенные в книге листья окунаем в раствор из воды, клея ПВА и сухой шпаклевки. Основа у меня холст, который кто-то выбросил. Важным элементом в коллажных панно является создание фактуры. Здесь фактуру создаю при помощи гречневой крупы, а можно шпаклевкой вот так. Как уже говорилось, в способах окрашивания нет никаких ограничений. Можно использовать любые техники. Кисть,
спонж. Заливка. В работе допускается проявлять себя в свободных фантазиях, смешивать различные техники и художественные стили. Используем фрукты, бананы, мандарины, апельсины, хурму, вернее, не сами фрукты, а то, что мы обычно выбрасываем в мусорное ведро. Заготовки необходимо просушить естественным способом на воздухе или в духовке при температуре 70 градусов. Основу из гофрокартона оклеиваем фольгой, она защитит от влаги. Фактуру можно создать этим простым и эффектным способом. Готовим раствор: клей ПВА, вода и сухая шпаклевка, так, чтобы получилась не густая сметана. Аккуратно кисточкой запечатываем все элементы в этот раствор. Можно окрасить только одним тоном, а можно поверх основного тона прорисовать тонкой кистью детали. Используем различные техники окрашивания. Можно добавить наброск. Эффектно будет смотреться виноградная лоза. Для основы можно взять фанеру или ДСП. Фактуру для коллажа можно создать при помощи трафаретов. Стоит спланировать и сфотографировать композицию. Элементы можно искупать в растворе или воспользоваться предыдущей техникой, то есть нанести раствор кисточкой, или совместить эти два способа, как показано здесь.
Листья для композиции можно сделать из мякоти, которая находится под кожурой грейпфрута. Тонкие полоски из кожуры цитрусов хорошо дополнят композицию. Сушим в духовке при температуре 70 градусов. Для основы можно взять и тарелку. Ну а как сделать розочки, вы уже знаете. Маленькие из мандарина, большие из апельсина. После вдавливания в шпаклевку нанесла раствор на все элементы композиции кисточкой. Этот способ мне нравится больше других. Чем хороша техника создания коллажей, получившая название Terra, так это тем, что в ней ничего невозможно испортить. И даже если что-то пойдет не так и изначальную идею воплотить не удастся, это все равно будет очень красиво.